Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. В этом видео я поделюсь с вами простым способом, как укрепить донышко сумки, чтобы в процессе эксплуатации оно не прогибалось и держало форму. Для работы вам понадобится готовое вязаное донышко. Основа для укрепления я использую по-разному, на выбор один из двух этих вариантов. Первый вариант — это пластиковая дощечка для пластилина. Она бывает разных размеров, цветов и плотности. Я выбираю плотность дощечки толщиной 1–1,5 мм. Если вы используете такую основу, вы вырезаете чуть меньше вашего донышка и делаете отверстие с помощью паяльника. Можно использовать гвоздь или шило, но паяльник — это самое оптимальное приспособление, которое без каких-то физических глобальных усилий выполнит вам отверстие, и вы потратите минимум времени на это. Такой паяльник я приобретала в Fix Price за какие-то вообще смешные деньги, там может быть 100 или 200 рублей, я точно не помню, так как покупала достаточно давно. Вы используете для того, чтобы установить эту основу на донышко, шнур, которым вы вязали. Также вам потребуется иголка с большим ушком и маркер. Все, здесь больше ничего не потребуется. Второй вариант — это пластиковая канва. Она также бывает разной плотности, размера, и ячейка, как вы видите, тоже бывает разная. Есть ячейка, куда входит крючок, это 4–5 мм окошки. А бывает вот такая мелкая. В таком случае вы используете для того, чтобы установить эту основу на донышко, обычные толстые нитки швейные. Если у вас ячейка крупная, то вы также можете использовать шнур, которым вязали это донышко. Донышко у меня вязаное достаточно мягкое, поэтому я буду использовать жесткую пластиковую дощечку. Вырезаем всегда основу чуть меньше, чем ваше донышко, и затем маркером наносим разметку, где будем выполнять отверстие и соединение пластиковой дощечки с донышком. Я обязательно должна зафиксировать на углах. Ставлю здесь точки. И затем несколько точек по каждой стороне. Далее выполняю отверстие с помощью паяльника. Делается все быстро, просто, с минимум усилий. Вот такая заготовка у вас должна получиться. И ее нам необходимо пришить с изнаночной стороны донышка. Я начну вот с этой точки, для того, чтобы в этой области протянуть шнур. Использовать буду иголочку, которая хорошо проходит в эти отверстия. Отмеряю шнур примерно 1,5 окружности данной заготовки. Этой длины мне хватит для того, чтобы сшить две этих детали. Как я уже сказала, начинаю примерно с этой области, вкалываю иголочку под нити и протягиваю ее до той точки, где начну сшивать. Хвостик можно сейчас поджечь и, потянув далее, спрятать его в полотно. Доходим до той точки, где начинаем сшивать две этих детали. Вкалываем иголочку в основу и протягиваем шнур наверх. Совмещаем эти детали так, как они у вас должны быть в дальнейшем. Находим следующую точку, вкалываем сюда иголочку вот такими круговыми движениями, для того, чтобы отодвинуть шнур и не вколоть иголку в центр шнура. Обязательно проверяем с этой стороны и затем протягиваем шнур. Контролируйте, чтобы
нити вот здесь у вас лежали ровно и не были перекручены. Далее мы протягиваем шнур по задней стенке для того, чтобы вывести иголочку и шнур вот в это отверстие. Вкалываем иглу под петлями столбиков. Вот таким образом. Протягиваем. И вкалываем вовнутрь. Попадаем в отверстие и протягиваем. Далее опять шагаем и находим следующее отверстие. Вкалываем иголочку. Проверяем с изнанки. И протягиваем. Выравниваем шнур. Затем здесь также протягиваем шнур до следующего отверстия. Вкалываем иглу под петли от столбиков. И затем выводим шнур вовнутрь. Переворачиваю, нахожу отверстие нужное и вытягиваю шнур наверх. Так это будет все выглядеть. Далее вы продолжаете вот такими стежками пришивать основу к донышку до конца. Сшив эти детали между собой, обязательно затяните каждый стежок, чтобы все здесь было плотно. Далее вот здесь у меня вышла рабочая нить, которую я сшивала. Я опускаюсь ниже в ряд и, подхватывая ниточки от столбиков, протягиваю эту нить вовнутрь. Далее обрезаю ее, поджигаю и прячу в полотно. Я надеюсь, этот мастер-класс вам пригодился. Подписывайтесь на мой канал, там вас ждет еще очень много интересного.